Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня я вам покажу, как вязать узор ажурные веточки. Кому понравился узор, присоединяемся к нашему мастер-классу. Набираем на спицы 16 петель обычным способом. Две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Это у нас петли для раппорта узора и 2 кромочные. Итого получается мы набрали 18 петель на один раппорт узора. Так, первый ряд будет у нас установочным. Провязываем его полностью изнаночными петлями за переднюю стенку петли. Вяжем самостоятельно до конца ряда. Установочный ряд у нас не входит в узор, поэтому его считать мы не будем. Первый ряд кромочную снимаем. Дальше делаем накид, провязываем скрещенную лицевую. Скрещенная лицевая вяжется за переднюю стенку петли. Вводим спицу под переднюю петлю, под переднюю стенку петли. И вот такая вот петелька скрещенная у нас получается. Делаем накид, дальше провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Первую петлю снимаем, вторую провязываем лицевой и снятую перекидываем. Дальше вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, снова провязываем скрещенную лицевую за переднюю стенку, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, и кромочную провязываем изнаночной петлей. Разворачиваем вязание. Второй ряд кромочную снимаем, провязываем 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Дальше нам нужно провязать 2 вместе с наклоном влево. Для этого первую петлю снимаем, как при лицевом вязании, и вторую также снимаем. Затем переносим их на левую спицу и провязываем изнаночной петлей. Дальше вяжем 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова разворачиваем петли и провязываем их изнаночной петлей. 2 вместе. Три изнаночные и кромочная. Третий ряд кромочную снимаем, провязываем накид, дальше скрещенная лицевая, провязываем за переднюю стенку, накид, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном влево лицевой, 3 лицевые,
накид, скрещенная лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевые с наклоном влево, 3 лицевые, кромочная, разворачиваем вязание, 4-й ряд, кромочную снимаем, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, разворачиваем петли, затем провязываем 2 вместе изнаночные, 7 изнаночных, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, снова разворачиваем петли, провязываем их вместе изнаночной петлей, 5 изнаночных, 1 кромочная, 5-й ряд, кромочную снимаем, скрещенная лицевая, накид, 4 лицевые, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, накид, скрещенная лицевая, накид, 4 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, кромочная, разворачиваем вязание, кромочную снимаем, изнаночная, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, разворачиваем петли, и провязываем 2 вместе изнаночной, дальше 7 изнаночных, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, разворачиваем снова петли, и 6 изнаночных петель, кромочная, 7-й ряд, кромочную снимаем, провязываем 5 лицевых, дальше 2 вместе с наклоном вправо, разворачиваем петли и провязываем лицевой за передние стенки, накид, скрещенная лицевая, накид, 5 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, разворачиваем петли,
накид, скрещенная лицевая, накид, кромочная. Разворачиваем вязание, 8 ряд, кромочную снимаем, дальше 3 изнаночные, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, провязываем за передние стенки изнаночной петлей, дальше 7 изнаночных, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 4 изнаночные, кромочная, 9 ряд, кромочную снимаем, провязываем 3 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, скрещенная лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, скрещенная лицевая, накид, кромочная, 10 ряд, кромочную снимаем, пять изнаночных, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 7 изнаночных, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 2 изнаночные, кромочная, 11 ряд, кромочную снимаем, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, 4 лицевые, 2 накид, скрещенная лицевая, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, 4 лицевые, 2 накид, лицевая скрещенная, кромочная, 12 ряд, кромочную снимаем, 6 изнаночных, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 7 изнаночных, 2 изнаночные с наклоном вправо, 1 изнаночная, кромочная,
На этом раппорт узора ажурной веточки окончен. Вот такой вот узор в итоге получается. Я свяжу еще один раппорт, чтобы было виднее узор, и покажу вам. Я провязала еще один раппорт в высоту. Вот такой вот узор получается. На этом наш мастер-класс подошел к концу. Спасибо всем за внимание.